Медведи относятся к категории хищных животных, которые предпочитают вести обособленный образ жизни, поэтому их можно увидеть в условиях группы только в периоды размножения. Самцы проявляют агрессивность не только к своим сородичам, но и к медвежатам, если они долго находятся возле самки. В связи с этим, самкам довольно часто приходится защищать свое потомство от кровожадных самцов. Эта ужасная и душераздирающая история произошла в небольшом городе России. Героями данной истории являются мачеха Виктория и ее пасынок по имени Антон. С Антоном в детстве произошла трагическая история, и он до конца своей жизни остался прикованным к инвалидной коляске. Антон жил со своим отцом и мачехой. Родная мать ушла от мужа после трагической истории с Антоном и свалила тяжкое бремя на плечи мужа. Муж долгое время воспитывал сына-инвалида в полном одиночестве, лишь изредка помогали его родители. Но в один день он повстречал женщину. Этой женщиной оказалась та самая Виктория, у них закрутился роман, и вскоре они поженились. Ее все устраивало, она любила своего нового мужа и хорошо относилась к мальчику-инвалиду. Муж был на седьмом небе от счастья, наконец-то он нашел ту самую, для которой ребенок-инвалид не являлся преградой. Она постоянно заботилась о ребенке, ухаживала за ним, как за собственным сыном. Антон тоже проявлял к Виктории уважение и относился к ней, как к родному человеку. Но такое отношение продлилось недолго, Виктория стала хуже и хуже относиться к Антону, она считала его обузой и думала, что он мешает их счастливой семейной жизни. Она хотела завести своих детей, но муж ей постоянно твердил, что у них и так хватает забот с Антоном, и второй ребенок в семье ни к чему. Она очень злилась на мужа, а больше всего она возненавидела Антона за то, что он мешает им построить настоящую семью. И вот в один момент она не выдержала, пока муж был в командировке, она решила пойти на отчаянные меры. Она придумала гениальный план отнести ребенка вглубь леса и оставить умирать его там. Под предлогом прогулки она взяла Антона, и они отправились на автомобиле в ближайший лес. После того, как они приехали на нужное место, мачеха оставила своего парализованного пасынка в глухом лесу. Ее сердце было полно злобы и ненависти к этому мальчику, который никогда не смог бы стать настоящим сыном для нее. Она подумала, что его исчезновение в самом неприглядном месте станет хорошим знаком для его отца, и он будет отдавать свою любовь только ей, и она наконец-то сможет забыть об этом бремени, о котором она должна была заботиться. После того, как Виктория оставила Антона, она спешно покинула место преступления, села в машину и уехала домой. Мальчик, беспомощный и одинокий, сидел на инвалидной коляске в глубине леса. Его глаза наполнились слезами, и он начал паниковать, понимая, что его покинули. Виктория надеялась, что его найдут дикие животные или что он умрет от обезвоживания. Но у судьбы на него были другие планы. Судьба послала ему ангела-спасителя. Прошло уже около 1 часа, и мальчик понимал, что скорее всего за ним уже никто не придет, он уже смирился со своей участью, как вдруг услышал треск веток из-за спины. Обернувшись назад, он увидел величественного медведя, который, видимо, пришел на запах человека. Мальчик начал паниковать еще больше, ведь смерть от лап медведя еще более ужаснее, чем смерть от истощения. Но вместо того, чтобы атаковать или убежать, медведь подошел ближе и осторожно понюхал ребенка. В его глазах было видно сострадание и понимание. Он понял, что этот мальчик нуждается в защите. Так начался необычный день для медведя и мальчика. Медведь оставался рядом с мальчиком, ни на шаг не отходя. Он стал его сторожем и оберегал его от любой опасности, которая могла подстерегать их в лесу. Они провели вместе целый день, одинокие души, объединенные внезапной связью. Таким образом, мальчик провел весь день, ожидая помощи от неравнодушных людей. Он понимал, что находится в глубине леса и скорее всего тут не ходят люди, но надежда все равно не утихала в его глазах. Как оказалось, недалеко от данного места в лесу живет одинокий старик. После смерти своей любимой жены он оставил свою квартиру в городе и перебрался жить в лес, ближе к природе. Это была его давняя мечта, но из-за жены он не мог его осуществить. Но вот когда ее не стало, он все-таки решился на отчаянный шаг и переехал жить из многолюдного города в лесной домик в полном одиночестве. Вечером, когда наступила темнота, старик решил прогуляться по окрестностям леса и заодно собрать себе веток и щепок для растопки бани.
Он пробирался мимо зарослей, попутно собирая еловые ветки, как вдруг его взгляд упал на мальчика на инвалидной коляске, который сидел в полном одиночестве. Увидев его одного в таком отдаленном месте, он понял, что что-то не так, и решил проверить, что происходит. Когда он направился к мальчику, чтобы помочь, то из кустов вышел злобный медведь и всем своим грозным видом стал рычать на старика. Старик сильно испугался, но знания дикой природы помогли избежать тяжелых последствий. Он стал громко кричать и махать огненным факелом. Увидев действия старика, медведь испугался и убежал прочь. Лесник остановился рядом с мальчиком и, испытывая сильное беспокойство, подошел ближе. Он был потрясен, увидев, что мальчик был оставлен в этом состоянии в таком опасном месте. Антон стал рассказывать, что таким образом от него решила избавиться мачеха, что она отвела его в лес, оставила и уехала. После данного рассказа старик отвел мальчика к себе в хижину, там он его накормил, напоил теплым молоком и связался со службами спасения. Рассказав всю историю, спасатели сообщили, что смогут приехать завтра утром, так как дорога до домика старика долгая. На следующее утро старик услышал стук в дверь, это была полиция, они взяли показания у старика и забрали Антона. Мальчик был спасен благодаря внимательности лесника и заботе медведя. Он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Вскоре после этого его приемную маму задержала полиция. Полиция связалась с отцом сына, который находился в командировке, и сообщили ему печальное известие. Он прилетел с командировки на следующее утро. Он не мог поверить, что Виктория могла так поступить с Антоном, она казалась ему доброй и заботливой женщиной. После данного инцидента он разорвал все связи с ней и с ее родными, он выкинул все ее вещи из дома и навсегда вычеркнул ее из своей жизни. Мачеха предстала перед судом и была обвинена в покушении на убийство своего пасынка. Вся страна была потрясена этой историей, и многие требовали строгого наказания для женщины, позволившей такое нечеловеческое обращение с ребенком. Судебный процесс был долгим и мучительным для всех, замешанных в этом деле. Мачеха была признана виновной и приговорена к тюремному заключению. Судья выразил свое негодование поступкам женщины и подчеркнул, что такое жестокое обращение с ребенком никогда не будет терпимо в обществе. Отец Антона, в свою очередь, винил себя за случившееся. Он много пил и переживал насчет данной ситуации, но его родители помогли ему прожить данный период жизни, и его состояние пришло в норму. И теперь они живут с отцом счастливо, а также иногда навещают старика в лесу, который спас жизнь Антону. Антон очень благодарен ему за спасение, а также он не забывает того медведя, который не стал его трогать, и благодаря такому счастливому стечению обстоятельств он остался жив. Маленький мальчик, благодаря медвежьей заботе и доброте лесника, смог пережить этот кошмар и начать новую жизнь. Его история стала символом силы и выносливости, а также примером того, как даже в самых темных местах мира есть доброта и сострадание. Вот такая удивительная история произошла с Антоном и его отцом. Трудно представить, что могло бы произойти, если в тот момент старик не появился в лесу. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.